Большинство животных довольствуются тем, что находят мягкое и защищенное место для сна в укромных местах, пещерах, на деревьях, под землей или в норах. Некоторые из них занимают чужое жилье, но есть и те, которых это не устраивает и которые невероятно тщательно, как настоящие архитекторы, относятся к процессу обустройства жилья. Дом должен защитить от непогоды и недоброжелателей, обеспечить оптимальные условия для выведения потомства, дать возможность отдохнуть, сохранить припасы и многое другое. Предлагаем обзор одних из самых лучших архитекторов животного мира и их безупречное строение. Термиты – близкие родственники тараканов. Это общественное насекомое со строгой иерархией внутри колонии и со строгим разделением обязанностей. Наземная часть дома термитов называется термитником и внешне напоминает огромный замок из глины, песка, древесных щепок и других естественных материалов, скрепленных выделениями специальных желез рабочих термитов. Термитник растет ввысь постоянно, пока жива колония обитающих в нем термитов. Эти впечатляющие сооружения могут достигать высоту 6 метров. Их стены пропекаются на солнце и становятся твердыми, как бетон. Крупнейший из известных в настоящее время термитников достигает высоты 12,8 метра при ширине основания 3 метра. Такой дом весит до 12 тонн. В тропических лесах Юго-Восточной Азии, Австралии и Африки проживают удивительные насекомые – муравьи-портные или муравьи-ткачи. Свое название они получили благодаря умению сшивать себе гнезда из растущих листьев деревьев шелковыми нитями. Нити выделяют личинки муравьев из своих хорошо развитых паутинных желез. Муравей берет личинку в рот и поочередно прикладывает ее к краям листьев, тем самым как бы склеивает их. Конструкция получается водонепроницаемая. В таком коконе живет целая колония. Размер построек может достигать полуметра в диаметре. Очень похожее жилище есть у паука-листокрута из Австралии. Единственное отличие состоит в том, что паук использует уже мертвый лист, скручивает его и выстилает шелковыми нитями, чтобы затем с комфортом наблюдать за окрестностями, дожидаясь появления подходящей жертвы. Беседковые птицы или птицы-шалашники принадлежат к семейству воробьиных птиц. Эти лесные птицы спускаются на землю только во время тока. Самцы строят на земле своеобразные шалаши, а поляну перед ними украшают всевозможными яркими мелочами – цветами, ракушками и ягодами. Чем ярче и красивее получится, тем больше у самца шансов привлечь самку. Шалаш на земле служит исключительно для соблазнения и ничего общего с гнездом не имеет. Гнезда эти птицы вьют на деревьях. Родиной ткачиков считается африканский континент, но представителей некоторых видов можно встретить и на Мадагаскаре, и в Азии, и на юге Европы. Ткачик – это стайная птица, относится к отряду воробьиных. Количество особей, входящих в стаю, может колебаться от нескольких десятков до нескольких миллионов. Маленькие птички строят себе гнезда из длинных, только что сорванных гибких травинок. Солнце высушивает травинки, благодаря чему они затвердевают, превращая гнезда в прочные строения, в которые можно попасть только через отверстие снизу. Среди многочисленного семейства есть так называемые обыкновенные или общественные ткачики, которые строят свои гнезда из веток и травы на деревьях или телефонных столбах. Это самые большие гнезда из построенных птицами. Гнезда являются коммунальными, так как одно большое состоит из множества отдельных гнездышек. В них размещаются несколько поколений, сотни пар птиц. Исключительно прочные и надежные, могут достигать 7 метров в ширину и более 2 метров в высоту. Некоторые такие гнезда известны уже в течение 100 лет. Обыкновенный ремез относится к семейству синиц. Гнездо ремеза – сложная и оригинальная постройка, напоминающая висящую варежку с дырявым пальцем, в дырке литок. Гнездо обычно прикреплено к концу ветки, чаще всего над водой. Обе птицы сооружают его в течение примерно 2 недель. Материал для постройки – растительные волокна и пух ивы или тополя, которые птицы превращают в мягкую и прочную волокообразную ткань. Такое гнездо висит на дереве, не разрушаясь в течение нескольких лет. Над водой гнезда располагаются на высоте до 5 метров, а вдали от воды на высоте 10 метров и более. В то время как большинство ос не строят гнезд и предпочитают занимать чужое,
Общественные осы строят элегантное жилище, целлюлозно-бумажный дом из пережеванных растений, древесины или стеблей, которые скрепляют вместе при помощи смолы, слюны и шелковых нитей. Некоторые виды используют грязь. В гнезде есть соты с ячейками. Снаружи соты находятся в коконе из своеобразной бумаги. Осы распространяют вокруг гнезда особый запах, отпугивающий муравьев, которые не прочь воровать яйца. Гнездо строится в укромном месте. В 1963 году на Новой Зеландии было обнаружено осиное гнездо, которое имело почти 2 метра в диаметре. Паук Немезия роет в земле туннель. Стенки он отделывает слюной, смешанной с землей, а сверху покрывает шелковыми паутинками. На входе паук делает подходящую по размеру дверцу, которая очень плотно закрывает вход и держится на петле из тех же шелковых паутинок. Снаружи дверь маскируется и совсем не отличается от поверхности земли. Внутри такого уютного шелкового домика паук живет в полной безопасности несколько лет. Вокруг норки Немезия раскладывает специальные селки, чтобы ловить насекомых, не выходя из дома. По подражанию паутинного селка паук определяет размер насекомого и не выходит из домика, если попалась какая-нибудь мелочь. Океан хранит множество тайн. Одной из них являются круги из песка на морском дне, удивительно четкие, симметричные и рельефные орнаменты диаметром около 2 метров, расположенные на глубине более 25 метров. Их создателем является рыбка фугу, а по сути они являются гнездами для икринок животного. Узор складывается в результате ритмичных движений тела рыбы-самца по заранее намеченной куче песка. Установлено, что многоконтурный круговой рельеф гасит колебания воды, вызванные подводным течением, и помогает удержать отложенную икру в песчаной подушке в центре круга. Так что чем более четким и рельефным получится гнездо, тем больше у рыбы фугу шансов на продолжение рода. Взрослые насекомые-ручейники по внешнему виду напоминают ночных бабочек. Летают мало, часто сидят на прибрежных растениях. Очень ловко бегают по поверхности воды. Личинки ручейников живут на дне тихих, малопроточных водоемов и являются в своем роде подводным архитектором. Когда личинке ручейника приходит время окукливания, она строит для себя чехлик или домик, скрепляя мелкие предметы, нередко камушки и ракушки, кусочки дерева, фрагменты рыбьих костей, песчинки, вместе с помощью шелковых нитей. Домики удивляют своим разнообразием и бывают очень красивыми. Человек научился использовать эту особенность членистоногих строителей. Насыпая на дно аквариума бисер, мелкие бусины и камешки разного оттенка, люди получают уникальные ювелирные изделия, которые с удовольствием покупают любители. Сколько еще таинственного и загадочного преподнесет нам природа. Вот один из таких подарков. Это удивительное сооружение 7 июня 2013 года нашел один из выпускников технологического института штата Джорджия в джунглях Амазонки на юго-востоке Перу, где проходил практику в исследовательском центре Тамбапата. Башенка ввела студентов в изумление. По фотографиям странный объект не был опознан. Неопознанный объект, обнаруженный в джунглях Амазонки, поставил ученых в тупик. Животные и насекомые поражают своей изобретательностью, а природа – мудростью. Природа всегда неисчерпаемый источник создания систем, которые нередко являются для нас образцом наилучшего технического решения. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.